Приветствую зрителей моего канала, с вами Александр. Каждый пользователь смартфона со временем сталкивается с такой ситуацией, когда оригинальный аккумулятор уже не набирает свою емкость, поэтому смысл дальнейшего использования этого аккумулятора я уже не вижу. Аккумулятор этот оригинальный приобретался еще вместе со смартфоном. Заявлена его емкость 3100 мАч и дата изготовления 20 декабря 2012 года. Таким образом, этому аккумулятору уже 4,5 года, но отпахал мой смартфон на нем где-то года 4, и я уже решил приобрести тогда себе новый аккумулятор. Вот такой, их полно на AliExpress, на eBay. Вот. Как видим, аккумулятор такой no name. Тут только указано, что для Note 2 N7120, моя модель смартфона, напряжение питания и емкость. Приобретал я его за $4,5 и потом вернул еще $3,5 назад по результатам диспута, поскольку из заявленных тут 3500 мАч, как здесь указано, реально здесь было чуть более 2000 мАч. Он мне обошелся всего лишь в $1. Аккумулятор, в принципе, на 2000 он потянул. Хватало его практически вот с утра до вечера, на ночь на зарядку. Ну, если нет какого-то выхода другого и хотите сэкономить, то, в принципе, такой аккумулятор можно приобрести за этих $4,5. И на смену этим двум аккумуляторам я приобрел уже на AliExpress новый аккумулятор, уже брендированный. И я надеюсь, что он все-таки будет соответствовать заявленной на нем емкости. Прибыл он в Беларусь за 17 дней из Тайваня, оценили его в $2 и вес его 115 грамм. Заказывал в официальном магазине, там аккумулятор, кстати, под брендом Nohon. Это моя вторая попытка приобрести этот аккумулятор. Сначала заказывал в другом магазине, и он так и не был выслан. Да, вот, как видим, здесь аккумулятор именно по моему телефону. Так, модель, вот она указана. Да, все соответствует. И заявленная также емкость его 300 мАч, как у оригинального. Прибывает вот в такой упаковочке, она вся запечатанная. На упаковке присутствует даже вот такой QR-код. Необходимо снять, значит, убрать вот эту нижнюю часть, открыть QR-код полностью. По QR-коду мы попадаем на официальный сайт. С широким ассортиментом продукции компании Nohon, это могут быть и кейсы для смартфонов, и аккумуляторы, а также кабеля, наушники, переходники. Вы можете ознакомиться на официальных сайтах компании, это гонконговский сайт, также есть у них китайский сайт с продукцией. Что касается AliExpress, то здесь официальный магазин предлагает продукцию уже не в таком широком ассортименте. В основном это аккумуляторы, кабеля и кейсы для смартфонов. Вопрос стоял даже не в цене, сколько найти аккумулятор, который был бы такой, как оригинальный, и держал бы батарею гораздо больше, чем просто один день. Так, извлечем, и поскольку речь идет о емкости, об объеме, мы взвесим все три аккумулятора. И уже даже по массе определим на соответствие именно заявленной емкости. Даже есть вот такой пластиковый футляр для аккумулятора. И если вам видно, здесь вот такой вот значок N большая. Так, и в комплекте еще есть такая бумажка и инструкция-мануалка. Ну, по крайней мере, все обозначения присутствуют на самом аккумуляторе. Это литий-ионная батарея для Samsung, модели N7120. Модель самого аккумулятора соответствует оригинальному. В токах это 3100 мАч, в мощности это 11,8 Вт-часов. Даже присутствует серийный номер, 6 месяцев гарантии,
И напряжение питания 3,8 вольт. Так, и максимальное, наверное, или критическое 4,35. И ссылка на официальный сайт производителя. Ссылка на данный аккумулятор будет в описании к ролику. Кстати, обращаю ваше внимание на оригинальный вот бренд Nohan. То есть можно читать и так, и вот так. Оригинальный аккумулятор в настоящее время весит 54 грамма. Китайский аккумулятор с заниженной емкостью весит 47 грамм. Ну, в принципе, близко к правде. И новый аккумулятор Nohan весит более чем оригинальный, 55 грамм. Таким образом, я рассчитываю, что он все-таки оправдает мою надежду, и он будет соответствовать заявленной емкости. Проверим, может, он заряжен. И что-то он как-то очень плотно входит сюда. Так, запускаем. Понятно, что литий-ионный аккумулятор необходимо произвести несколько раз заряд-разряд, чтобы он полностью набрал свою емкость и вышел на рабочий режим. На настоящий момент при первом запуске его емкость составляет 57-56%. Его тестов понадобится какой-то временной период. Я вернусь к вам через определенное время и скажу вам свой вердикт. Соответствует ли он заявленной емкости, долго ли он держит эту емкость и вообще как он ведет себя в процессе работы. Аккумулятор набирает полную емкость в течение 2,5 часов. Первый раз мне удалось зарядить аккумулятор до 3046 мАч. Второй раз 3041 мАч. Да, расход батареи вы можете оценить с помощью вот такого графика. Ну, нагрузка была такая... Тут основное было не телефонные переговоры, их было очень мало, а в основном это интернет-серфинг посредством Wi-Fi соединения. Какие службы были запущены в течение одного дня, 5 часов, 4 минут, 7 секунд, но еще 3%. Обращаю ваше внимание, что здесь вот указано один день 5 часов, на самом деле это сутки и 5 часов, то есть 24 часа и 5 часов. 29. Уже аккумулятор Nohan поддерживает работоспособность смартфона вот в течение 30 часов, где-то до 30 часов. И обратите внимание, какой пологий этот график. То есть батарея садилась не круто, а очень-очень плавно, так медленно. И вот буквально на кончике уже был какой-то более крутой спуск. Один день 5 часов. Сделаем этот скриншот. И выложу в своей группе и сообществах в социальных сетях. И вот уже в самый такой неактивный период ведения переговоров, в основном это был только интернет-серфинг, это с субботы утра по понедельник, по утро понедельника, аккумулятор, считайте, держал двое суток. В принципе, посмотрим сейчас параметры батареи. Вот я сделал соответствующий скриншот, то есть двое суток 7 часов 16 минут. Это в совокупности получается более 50 часов аккумулятор держал вот при таких вот расходах батареи. Основное, конечно, 24% ушло на экран, на подсветку экрана и основные приложения, которыми я пользовался вот в течение этого времени. В итоге я аккумуляторы компании Nohan не то чтобы рекомендую, я советую их для приобретения взамен уставших оригинальных. Аккумуляторы ВО. Поэтому ссылочка в описании. $11, но вы не пожалеете, что отдадите. Вот эти аккумуляторы я просто рекомендую. На этом с вами прощаюсь. Всем удачи. Пока. Увидимся.